Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим закуску на праздничный стол. На столе она смотрится очень красиво и ярко. Готовится такая закуска совсем не сложно. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала для закуски приготовим корзиночки. Берем лист слоеного бездрожжевого теста и аккуратно раскатываем его в прямоугольный лист толщиной примерно 3 мм. Всего понадобится 2 листа готового слоеного бездрожжевого теста общей массой 450 грамм. Раскатанный лист теста разрезаем на 6 примерно одинаковых квадратов. Формочки для кексов смазываем растопленным сливочным маслом. В подготовленные формочки выкладываем нарезанные кусочки теста, формируя из них корзиночки. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 15-20 минут. Пока пекутся корзиночки, подготовим начинку. 6 помидоров черри разрезаем на четвертинки. 6 вареных перепелиных яиц разрезаем вдоль на 2 половинки. Листья салата разрываем на более мелкие части. 100 грамм тонко нарезанного балыка складываем пополам и скручиваем в трубочки. В кулинарный мешок кладем сливочный сыр, например, сыр Филадельфия. Для украшения я буду использовать насадку «Открытая звездочка». Корзиночки уже испеклись, вынимаем их из формочек и даем им остыть. Корзиночки очень хорошо и легко достаются из формочек. Собираем закуску. В корзиночку выдавливаем немного творожного сыра. К этому сыру приклеиваем небольшой лист салата. Сюда же ставим скрученный балык, 2 кусочка помидора и половину яйца. Сверху отсаживаем цветочки из сливочного сыра. Вот такая получается красивая корзиночка. Таким методом заполняем все корзиночки. Вместо сливочного сыра можно использовать сметану жирностью не менее 20%. Только ее предварительно нужно подвесить в марле на ночь, чтобы стекла лишняя сыворотка, и немного посолить. Также можно воспользоваться домашним методом приготовления сливочного сыра. Видео, как его приготовить, смотрите у меня на канале, ссылка на экране или в описании под видео. Закуска готова, можно подавать на стол. Закуска корзиночки получилась очень красивой и вкусной. Готовится несложно, а на столе выглядит просто изумительно. Обязательно ее приготовьте, это очень просто. Если вам понравился рецепт такой закуски, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.